Всем здравствуйте! Сегодня у меня для вас грустное видео. Да, так оно и будет. Потому что вот эта орхидея сорта Льюис, про нее вы можете посмотреть в этом видео, буквально вчера стала вот в таком вот состоянии. Что с орхидеей случилось, для тех, кто изначально не знает, а поконкретнее посмотрите там, чтобы вам была ясна и понятна вся картина. У орхидеи сухая гниль, то есть бактериальное заболевание. И вот даже сейчас, когда оно уже полностью погибает, данное растение материнское. У нее есть еще 3 детки, которые стоят на адаптационном окне. Я их сюда приносить не стала, но пока смысла нет. С ними сейчас все хорошо. Листочки зеленеют, ну то есть зеленые, не портятся. Тургор, конечно, потерян, но не настолько уж страшно. И корневая система тоже является здоровой. Как я ранее говорила в том видео, эту орхидею я лечила фундазолом. И вообще бактериальная гниль, она лечится либо антибиотиками, либо медным купоросом. Но ни то и не то я предпринимать не стала, потому что еще ранее, весной того года, тоже была бактериалка. Но не удалось мне орхидеи спасти. Вот прям ни одну не удалось. Ну, для интереса можете здесь, конечно, посмотреть и понять для себя, как это все может выглядеть. Фундазолом лечу. И знаете, ну не помогло, да? Ну понятно, с одной стороны, что фундазол это фунгицид, и им необходимо лечить только лишь грибковое заболевание. Ну а вдруг? А вдруг все получится? Я, конечно, надеюсь, у меня надежда умирает последняя. Именно про деточки. А вдруг они спасутся? И те, которые сидели у нее между пазух, 2 штуки, может, с ними все нормально будет, и они поправятся. И, кстати, та детка, которая была прикорневая, она сегодня стала замечать по ней, что есть и начал слегка присутствовать этот запах псины. И, конечно, я думаю о том, что именно эта бактериалка, она поразила саму детку, потому что она находилась в одном грунте с материнским растением. И когда я снимала 2 вот этих детки, они находились на поверхности, то есть гниль она шла снизу. Не гниль, а вот эту, ну да, бактериальную гниль. Она шла сухая снизу, и дай бог, надеюсь, что она не достала до деток вот этих верхних. И, ребят, особенно обращаюсь к жителям моего города, если вдруг у вас, ну я знаю, что это же орхидеи, которые шли у меня когда-то ранее на продажу. Посмотрите, как она красиво у меня цвела, получается, летом того года. Ребят, если вдруг у вас стоит такой Льюис, нормальный, живой, здоровый, он вам не нужен. Ну, там, не знаю, пропал интерес вообще к орхидеям, либо к данному сорту, продайте мне его назад. Я его очень хочу, я его очень сильно полюбила, потому что это вообще цветочек сам по себе мини. Орхидейка миди, а цветочек вот прям как будто у минички, маленький, но он всегда цветет пышно. Если вдруг вы когда-то в продажах его заметите, обязательно покупайте. Вот, ребят, она сама, данная орхидея. И вот так выглядит. Видите, пожелтение листа, ну это ненормально, и так не должно быть. Единственное, чем плохи орхидеи с цветоносами с точки роста, что вдруг происходит какое-то вот такое заболевание, все, уже ничего не сделаешь. А если бы еще, допустим, несколько здесь ярусов, там по 3, по 4 листьев было, можно было бы подсрезать и сохранить эти верхние листы. Но опять же, такие орхидеи с цветоносом с точки роста очень хорошо наращивают деток. Хотите заниматься детками и сами выращивать, пожалуйста, приобретайте. Листья все пришли не в годность полностью. И вот этот вот корешочек тоже сохнет от основания. А этот корень от деточки, который я по неаккуратности записываю видео, его загубила. А в принципе корневая система у нее является отличной, нормальной, зеленой, увлажненной. Все хорошо.
все нормально. За исключением того, что не стало верхушки. Ребят, такую орхидею полностью со всеми грунтами, со всеми горшками я выкидываю, потому что не стоит. Такие пни можно было бы оставить пнем. По идее, была бы здоровая, нормальная, я бы срезала. Корешочки бы у меня были в грунте, и вероятность того, что они дадут деток, ну, процентов 60-70 однозначно. А здесь нет, все это болезнь. Это та болезнь, которая переносится с легкостью от растения к растениям. Не лишний раз, мне и так больных орхидей хватает, не стоит такую орхидею, тем более пень, оставлять. И судьба ее такова, что она отправляется в мусорное ведро, как бы ни прискорбно это звучало. Давайте, ребят, вдогонку вам сразу покажу вот такую орхидею, то есть та орхидея, ну не жилец, да? И эта орхидея, само вот материнское растение, сам стволик также на сегодняшний день является не жильцом. То есть видео-то о том, что вот погибшее полностью растение, все. Это мне орхидейка была отдана моей покупательнице из моего города. В этом видео можете про нее посмотреть. Их было 5. И остается на сегодняшний день 4. Только лишь вот это вот не смогла и не справилась. Она изначально очень долго восстанавливалась, очень долго все себе наращивала, вот кое-как. И собирать его ствол и вообще саму орхидею здесь не собираюсь, потому что растет деточка. Как только она, эта деточка, вырастет, там еще в будущем, в далеком, и может быть разберу. Но, насколько я понимаю, либо у нее корневая внутри грунта, когда изначально была посажена, но со временем, конечно, полностью высохла. И вот это все, что нарощенное, она просто не смогла дать ей должного питания, потому что, видите, сам ствол находится на поверхности. Гнили здесь таковой, ее я не вижу. Все нормально, спокойно. Это мини-мини орхидейка, вот так она у меня цвела, прям маленькая. Знаете, сантиметра 2 у нее, наверное, цветочек беленькая. И такое растение, конечно же, я выкидывать не буду. Когда у вас остаются вот эти пни, посмотрите, как она прекрасно наращивает деток. Только изначально у нее наращивалась вот эта детка, но на сегодняшний день вот это самая первая и, так скажем, тоже чахлая какая-то, ну не развивается, а развивается уже вот эта вот вторая. И не выкидываю, нет, конечно, вы что, зачем? А вдруг вырастет из нее полноценное растение, и все у нее будет нормально. Вот еще пример того, что из пня, из абсолютного пня, ребят, можно получить деточку прекрасно. Видео не было, показать ее не могу. Вот, эту орхидейку буквально недавно мы с вами видели. Это, но не то чтобы материнская, да, это начало ствола. Когда она ко мне изначально пришла, я ее себе оставил, и у нее загнил ствол. Все, вот эта макушка, это вот эти листья, вот здесь вот основание. Поместила сюда, но изначально где она только не была, в итоге она сейчас находится у меня здесь. А вот ее весь конец, весь ее пень, вот он. Видите, корни абсолютно сухие, все высохли уже абсолютно на нет. И даже если внутри грунта заглянуть, там тоже, ребят, ничего нет. Корней нет, ничего нет. Все позгнило, все поиссохло, все поиспортилось. И единственное, я ее содержу вот так вот постоянно во влажной среде. Для того, чтобы мне, можно еще было выше дать ей водички, для того, чтобы мне вытянуть эту детку, а лишь просто потому, что она сейчас живет благодаря лишь моим усердиям и моей помощи. И если была бы, вот такая же ситуация, да, как у этой орхидейки, когда у дня у этого корни еще остаются здоровыми, и когда этот пень может питать сам себя, так скажем, и давать себе жизненные силы, тогда из этого пня детка берет силы. А у этой детки нет ничего абсолютно. Мамка давным-давно уже ушла в Орхарай. И сейчас я ее стараюсь каждый день опрыскивать, мелко, дисперсно опрыскиваю, даю ей влажность. Вот за счет вот этой влажности она смогла себе, со временем тоже прям кое-как наращивает вот эти вот корешочки.
Вот они. И она их, знаете, наращивает, закукливает. Но ничего, думаю, сил тебе будет предостаточно, я все равно тебе смогу помочь. Опрыскиваю и все. И за счет этого, конечно, она живет. Если бы я не подходила и надеялась только лишь на пень, который давным-давно умер, то и детка давным-давно бы умерла. Есть у меня вот такая орхидейка, которая также, но жизнь ее находится под сомнением. А все почему эта орхидея была мне дана на восстановление. В этом видео можете про нее посмотреть. Их изначально шло две. Вот эти две дали на восстановление. Сразу запечатлим, да, сделаем такой обзорчик. Видите, вот эта вот орхидея, но чувствует себя пока нормально. Смотрю, вроде бы листик более-менее она себе наращивает. Корней пока новых нет, но и в грунте также ничего не портится. Нормально. Листья стали намного упругие. Тургор у них восстанавливается. Все. Претензий к этой орхидее у меня нету. Но изначально видно было, что эта орхидея более сильная, нежели эта. Она была до того засушена, что прям в моих руках казалось, она не сегодня-завтра погибнет. Возможно, ребят. Ну, конечно, надежда умирает последняя. А вдруг она сможет выжить, и все у нее будет хорошо. Вот листик здесь, который один был, я его уже сняла, потому что она сама его под себе отсушила. Этот листик также можно его убрать, потому что он сам по себе у нее отвалился. Она отсюда взяла все необходимое питание и сама же его удалила, так скажем. Вот этот лист, если я сейчас уберу опору, посмотрите, Тургор восстановил. Вообще замечательно, прекрасно. Можно не беспокоиться. Насчет Тургора вот у меня никогда нет волнения, беспокойств. Не знаю, почему-то вот так вот и все. Листик, ну вот такая вот с ним беда. Это и есть грибковость, которая изначально ее жрала. У нее картина-то была именно гнилостная, плохая корневая. И листья, они ненормально желтеют. То есть в идеале, вообще, даже если пусть она будет больная орхидея, листья, они отжелтеют с конца к основанию какого-то, в принципе, да, листа. И по очереди. Сначала этот листик, потом тот, потом вот этот должен желтеть, потом этот, а следующий уже крайний вот этот. Ну, это вообще, это я вам примерно говорю, как должно выглядеть. А когда вот этот лист здоровый, этот лист желтеет, и здесь у основания уже желтеет все. Это, ребят, говорит о том, что что-то с орхидейкой неладно. Ее необходимо мне сейчас будет пролечить. Кстати, давайте сразу здесь и сделаем. Этот лист я его освобождаю, потому что он также плотность свою набрал, если посмотреть по самому листу. Он стал тверденький. Видите нездоровую картину больной орхидеи. Желтизна. Насколько необходимо отрезать. Я всегда говорю, когда у вас желтеют листья, там либо мокрые гнили, вот сейчас тоже многие начали писать, либо просто желтение. Ну, не просто желтение, просто так тоже там резать лишний раз ничего не нужно. Вот желтизна, желтизна. И я смотрю, что она уже вот здесь вот тоже присутствует. И когда больные листы срезаем, вот где-то до этого места у меня, желтизна. Отступаю примерно сантиметр и срезаю. То есть я всегда говорю сантиметр-два, смотрите, но если я еще отрежу, то тут у листа совсем ничего не останется. Но 1,5 сантиметра, захватывая здоровую ткань. Если бы я вот сейчас прям у больной ткани срезала, ну вот вижу, да, вот здесь вот примерно заканчивается желтизна, ну вот так вот срезаю это место, а некоторые ткани все равно остаются больные, зараженные, и оно продолжает просто-напросто уходить ниже, ниже, ниже. Поэтому мне, чтобы предотвратить, чтобы эта желтизна не ушла сюда в ствол, то есть я срезаю со здоровой тканью, здоровую тоже захватываю. Вот так. И здесь желтизну смотрим. Здесь орхидейка, она ее сама остановила. Посмотрите, какая молодец. Вот, сама остановила. Пока трогать не буду. Смысла резать нет, а вот здесь есть. Видите, желтизна? Коричневая есть и ползет, ползет эта желтизна. До какого момента места мне срезать?
Здесь вообще чуть ли не весь его нужно срезать. Вот это все желтит. Где-то примерно вот так. Ребят, что хочу сказать. У меня сейчас в наличии есть вот такие скальпели хирургические, которыми я тут орудую все время. Пинцеты. Также фундазол у меня есть. Когда вот такие прям больные, да, орхидеи у меня появляются, я больше всего доверяю фундазолу. А если, ну, чуть немножко почистили, подсрезали, где-то на шейке, что-то еще, тогда я применяю Максим. Фундазол более такая тяжелая артиллерия. И за эту орхидею я буду бороться. Не нужно мне в комментариях писать о том, что выкинете ее, да смысла от нее нет. Я потому что до последнего всегда за них борюсь. И видите, срез он у меня зеленый, нормальный. И когда у вас ткань свежесрезана, то вот на этот свежий срез, на мокрый, необходимо накладывать какие-то препараты. Не нужно сначала что-то выжидать, когда это все подсохнет, только лишь потом применять, ну, тот же самый фундазол. Насчет этой орхидеи у меня, конечно, большие сомнения. Выживет она, не выживет, но я буду бороться. Я вот прям до конца постараюсь ей помочь, чтобы мне потом сказать хозяйке, я что могла, то сделала, а не то, что больная, все равно иди в помойку. Такого нет. Вот так она будет выглядеть на сегодняшний день. Обязательно лечение с фундазолом. Привикур использовала, но, как вижу, он не останавливает. Да и времени мало прошло. Примерно 14 дней, около 14 дней. И болезнь, она распространяется, поэтому необходимо брать тяжелую артиллерию. Вот такая, ребят, у меня на данный момент печальная ситуация. Конечно, в плане Льюиса. Кто-то может мне написать в комментариях о том, что у вас там на подоконниках орудует тяжелое заболевание, такое как бактериалка, фузариоз. Буквально недавно в этом видео вы можете посмотреть. Но как насколько я поняла, я выявила, что у орхидеи фузариоз. И та орхидея и Льюис, они стояли абсолютно на разных окнах. Это было в зале, а тот чисто белый белик находился на кухне. Они друг друга не видели вообще никогда. Я всегда стараюсь, вот те орхидеи, которые у меня стоят на окнах, я их с окна на окно никогда не переношу. Единожды мне муж сказал, когда у меня, допустим, какая-то часть идет на кухне, какая-то в зале, ты их совмести все вместе, и чтобы они красиво смотрелись, пусть на одном это окне будет, но зато красиво. Я сказала, что так делать я ни в коем случае не буду, потому что когда они сидят и соседствуют, но, грубо говоря, они между собой принимают там тоже эти бактерии, бациллы, там, мицелии, и все на свете, споры, клетки. То же самое, как мы живем в своей семье, общаемся с какими-то друзьями, знакомыми, и тоже там между собой у нас, одни бациллы, да, так скажем. И здесь то же самое. И когда, если вы переносите, частенько такое тоже бывает, с окна на окно, из окна в окно, и вот так между собой их постоянно носить, переносить, я вам не советую этого делать. По идее, можно, но только тогда, когда вот кухня и зал – это два самых здоровых окна, где, нет практически этих заболеваний. По сути, при сильном желании можно поменять, но я этого не делаю. Также, допустим, с реанимационного окна, когда она уже выздоровела, чувствует себя прекрасно, я их переношу на свои здоровые подоконники, я сначала орхидею профилактирую, то есть обрабатывая абероном, инсектоакарицидом от вредителей. Мало ли что может быть, да? И лишний раз вот эта профилактика орхидеи не помешает. Не нужно говорить о том, что он сильный, профилактировать нельзя. Можно, а даже нужно. И также можно взять, допустим, триходерму виридем, либо привикур, обработать орхидеи в качестве профилактики от грибковых заболеваний. Когда эти сделала профилактические меры, тогда я без проблем ставлю на те окна, на которые мне нужно. И опять же, здоровые орхидеи вот на эти больные окна, там где реанимация, наращивание, я тоже поставить не могу. Льюис изначально стоял в зале,
И по сей день, дай бог, ни одна соседка, которая рядом с ним была, не заболела, нет. И тот биглип, который с фузариозом, тоже на сегодняшний день ни одна не заболела. Это может проявиться, но уже, конечно, в будущем. Как-то был у меня комментарий здесь недавно по поводу фузариоза, писали, что Лена, лучше выкинуть, потому что вот я столкнулась с такой ситуацией, что у меня орхидея была больная, потом она со временем там еще сколько-то заразила. Ну, знаете, как вот здесь сказать? Я приношу, когда орхидею домой с магазина, я их стараюсь ставить на адаптационные окна. Они там адаптируются, я стараюсь переносить уже на кухню, зал, где, ну, покрасивее, попышнее. А вдруг эта орхидея дала сбой, да, в ней находятся какие-то вредные болезнетворные бактерии, и от нее идет рост. Здесь нельзя предположить, какая орхидея, какую орхидею заразила, заразить что-то еще. Эта орхидея должна послужить для вас примером. И хожу, думаю, да, что же я скажу в данном видео. И первая мысль, которая ко мне пришла, я сделала для тебя все, что я могла. То есть все меры, да, все лечение, которое я могла ей предложить, и мне казалось, они спасут орхидею, но нет. Ничего не помогло, и орхидея отправляется в Ор-Харай. И сразу после этих слов у меня такая мысль в голове пролетела, даже не мысль, а слова, которые мне сказал еще доктор на момент, когда у меня Даша лежала в реанимации. Она пролежала там 10 дней. И вы знаете, вот изо дня в день, когда звонишь врачу в реанимацию и спрашиваешь, а как дела, а как здоровье, и каждый раз тебе врач говорит о том, что сегодня здесь плохо, вчера-то было там плохо. Ну и каждый раз из раза в раз все время хуже, хуже, хуже. Я потом, ну, ему слезно прошу и говорю, ну, вы что-то сделайте, вы ее спасите хоть как-то, ну, как это материнский зов, да, ты же хочешь, чтобы твой ребенок жил, и только лишь от этого врача зависит жизнь твоего ребенка. Конечно, извиняюсь за свои эмоции, но до сих пор я это еще все пережить не могу. И когда ты просишь врача о помощи, спасите, помогите, на что он мне отвечает? Вы знаете, мы же не просто здесь сидим, да, и ничем ребенка не лечим. Мы постоянно ей что-то даем. Мы состояние здесь ухудшилось, допустим, ну, со стороны почек, это лечим. Там желудочно-кишечное, это лечим. И постоянно лечим, лечим, и мы уже не в силах чем-то ей помочь. Именно такая фраза пришла к этой орхидее по отношению к ней. И действительно так оно и есть. Когда нет, когда вот до того заболевания одолевает твоим организмом, вот у нас у Даши была эпилепсия, и до того она поборола, и вообще в конце эта болезнь Дашу, она убила, и уже не в силах кто-то и чем-то помочь. То же самое, что с орхидеей. Случилась бактериальная гниль, которая является, ну, тяжелой. Умом и сердцем я понимаю, что я навряд ли тебе помогу. И когда я записывала это видео про эту орхидею, я, ну, в принципе, вам так и говорила. И то же самое, когда у Даши состояние здоровья ухудшалось, я понимала, к чему это все идет. Я знала, что врачи, они не боги. То же самое и я. Я чем смогу, тем помогу. Допустим, вот эта вот орхидея, как изначально я сказала, если это будет в моих силах, я вам помогу. То есть я этой орхидее помогу, я ее спасу. Но никто от этого не застрахован. Абсолютно. Если у нее есть силы бороться, и при этом я ей буду давать правильное лечение, она сможет выкарабкаться. А если случилось сильное заболевание, ну, навряд ли. И выкидывать я такие орхидеи не буду до тех пор, пока они сами не погибнут. Вообще орхидеи всегда ассоциирую с людьми. И я же не могла ее заранее взять и выкинуть в мусорку. Я понимаю, что она тяжело больная, я понимаю, что это та болезнь, которая может переноситься к другим орхидеям, но выкинуть я не могу. Поймите меня правильно и учитесь на моем опыте, учитесь на моих ошибках. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Думаю, что данное видео было для вас познавательным. И тяжело больные орхидеи старайтесь лечить. Старайтесь дать им шанс на вторую жизнь. Авось повезет. Авось вот это тот самый, даже 1%, даже 5% помогут орхидейке выкарабкаться и жить дальше. Всем всего самого доброго. Всем пока.